Это один из ведущих исследователей окружающей среды в странах Балтийского региона Сеппа Кнуттила. Сейчас мы находимся в России, в пригороде Санкт-Петербурга, недалеко от Финского залива. Сеппа привел нас сюда, чтобы показать худшее из того, что он видел за 30 лет полевых работ. Кошмар. Сеппа обнаружил это место для сброса мусора неподалеку от крупной российской птицефабрики. Колоссальное количество необработанных отходов и трупов животных. Воздух здесь переполнен зловонием и парами аммиака. Сейчас эта свалка уже превратилась в целую систему озер с нечистотами. Они решили избавляться от отходов самым простым способом, и они просто сбрасывают их здесь, повсюду, неподалеку от самой фабрики. Как вы видите, все эти нечистоты попадают в реку и загрязняют ее. А эта река, между прочим, впадает в Балтийское море. Не так далеко отсюда находится шведско-финский архипелаг, состоящий из 85 тысяч островов и шхер и представляющий уникальную морскую среду. Но с каждым летом эта уникальная морская среда превращается в суп из токсичных водорослей. Балтийское море. Мы видели огромное море цветущих водорослей. Мы исследовали значительную часть дна Балтийского моря и не нашли там ничего, кроме тины. Мы проследили за отходами от очистных сооружений до того места, где они попадают в море. Мы погружались на дно, чтобы изучить и исследовать подводную флору и фауну. Мы убедились в том, что экосистема нашего внутреннего моря находится в опасности. Мы также нашли новую угрозу для и так загрязненного моря. Огромная фабрика сбрасывает необработанные отходы недалеко от берега. Я Балтийское море. Раньше я чувствовала себя лучше. 10 тысяч лет назад я была огромным озером. Затем уровень воды поднялся, и между мной и Северным морем образовался узкий пролив. Но примерно 150 лет назад все изменилось. Вокруг меня стали образовываться новые поселения, и людям была нужна еда. Они вспахивали землю и превратили водно-болотные угодья в поля.
Одновременно с ними здесь появилась промышленность, и повсюду стали строить города. И в меня стали сбрасывать мусор и различные отходы производства. Чтобы полностью очистить свои воды, мне требуется 30 лет. Все, что выбрасывают в меня, остается со мной надолго. Часть моей экосистемы уже мертва. Мое состояние, как и мой диагноз, давно известны. И если не принять серьезные меры, я могу очень скоро погибнуть. Причины всех проблем Балтийского моря хорошо известны. На протяжении не одного десятилетия люди и промышленные заводы и фабрики сбрасывали в Балтийское море отходы, содержащие азот и фосфор, что привело к цветению водорослей и испортило дно моря. На берегах Балтийского моря живет около 85 миллионов человек, и все они влияют на морскую экосистему. И уже не первое десятилетие Балтийское море переполнено биогенными веществами. В части Балтийского моря размером с Данию уже исчерпаны запасы кислорода. В 2007 году политики стран Балтии, занимающиеся вопросами окружающей среды, собрались в Польше, в городе Краков, чтобы найти решение этой проблемы. Мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить вопрос, который касается всех нас. Мы присутствовали при подписании министрами совместного плана действий по спасению Балтийского моря. Согласно плану, предприятия должны усовершенствовать очистные сооружения, чтобы значительно сократить выброс вредных веществ. Эти меры уже приняты во всех странах Балтийского моря. К 2021 году планируется снизить уровень ежегодного выброса азотных отходов на 1/5, а фосфорных отходов — наполовину. Это очень амбициозный и дорогостоящий план. Но чтобы эти меры возымели эффект на воды Балтийского моря, должно пройти большое количество времени. К этому выводу приходят все опрошенные нами эксперты. И они рассказали нам еще кое-что. Принятый план сработает только если не будут появляться новые угрозы. Но, к сожалению, именно новые угрозы мы обнаружили. Новые угрозы для и без того погибающего моря, которые ставят под сомнение возможность спасения Балтийского моря. Ежегодно в Дании выращивают около 24 миллионов свиней, больше, чем во всех остальных странах Балтийского моря. При этом одна свинья производит столько же отходов, сколько 3 человека. Такие большие свинофермы производят больше фосфорных и азотных отходов, чем любой другой вид сельского хозяйства. Но их масштабы нельзя сократить, ведь спрос на мясо никогда не падает. На самом деле, по всему Балтийскому региону он вырос, и все указывает на увеличение его в дальнейшем. Фермеры не могут расширить свои хозяйства, чтобы удовлетворить растущий спрос, поскольку в Дании просто нет больше места. И поэтому они стали смотреть на восток.
Я думаю, все фермеры, занимающиеся разводом свиней, стремятся только к одному, чтобы поголовье свиней на их ферме увеличилось. Но в Дании на это существуют ограничения, которые все усложняют, и поэтому многие уезжают на восток. Там тоже есть определенные ограничения, но там более дешевая земля. Там намного легче начать свое дело. И к тому же многих просто привлекает сама идея переехать в другую страну. На восток стремятся не только датские фермеры. После развала Советского Союза страны Восточного блока стали настоящей золотой жилой для мясной промышленности. Поэтому мы отправились на другой берег моря. Мы решили пройти по пути основного миграционного потока через реку Висла в Польшу. Но даже западнее Вислы, далеко от берегов Балтийского моря, мы нашли объект, который оказывает на него влияние. В Польше, в Западном Поморье, мы наткнулись на небольшую деревню неподалеку от города Чаплинек. Летом городские жители часто приезжают сюда отдохнуть. Деревня окружена озерами, но в них почему-то никто не купается. Вы плавали в этом озере? Нет. Мы купаемся далеко отсюда. Там вода намного чище. А здесь с водой что-то не так? Здесь вода грязная и зеленого цвета. За этот год в этом озере умерло много рыбы. Местные жители говорят, что раньше здесь было много рыбы и водились раки. Но сегодня их почти не осталось. Они вымирают из-за кислородного истощения озера. Почему так происходит? Жители деревни считают, что это произошло из-за использования свиного навоза в качестве удобрений, из-за которого в воду попадают биогенные вещества. Они говорят, что летом здесь обильно растут камыши и водоросли. Перед гибелью эти растения используют большое количество кислорода. Поэтому весной в воде его почти нет. Озера в этой деревне соединяются с Балтийским морем через сеть водных путей. В это внутреннее море впадают тысячи притоков. А его единственный отток – это узкий пролив между Данией и Швецией. Все, что попадает в Балтийское море, остается в нем надолго. Вода в Балтийском море очищается в течение 30 лет. А озера в польской деревне имеют прямое влияние на его воды. Жители деревни уже давно протестуют против применения удобрений, но они говорят, что местные власти их не поддерживают. Они не запрещают фермерам использовать удобрения, но при этом и здесь ничего не делают. Правда, они не хотят, чтобы здесь была ферма, и сейчас подписали петицию о ее переносе. На этой свиноферме нас заверили, что местные экологи не нашли никаких следов попадания навоза с фермы в местные озера. И что компания соблюдает все нормы и правила использования и хранения удобрений. Сейчас Польша находится в самом центре обширных структурных изменений, и многие маленькие свинофермы были закрыты.
Но налоговые льготы спровоцировали увеличение инвестиций в крупные свинофермы. За последние годы общее количество свиней сократилось, но количество крупных свиноферм удвоилось. Сейчас в Польше примерно 1400 свиноферм, и на каждой по 2000 свиней. Из них около 150 – это крупные промышленные свинофермы, занимающие огромные площади. На некоторых из них держат от 20 до 40 тысяч свиней. В прошлом году построили еще 10 огромных зданий. Отходы от них равноценны отходам от 100 тысяч человек, только без применения каких-либо видов специальных очистных сооружений. По причине процесса глобализации и по некоторым финансовым причинам с каждым годом у нас все больше и больше крупных свиноферм и все меньше и меньше маленьких. Зигмунд Пейсак, член Польской академии наук и эксперт в области развода свиней. С появлением каждой новой крупной свинофермы риск загрязнения окружающей среды будет расти. Польские природоохранные организации давно протестуют против использования удобрений промышленных свиноферм. И в 2007 году Польская национальная аудиторская служба заявила следующее. Крупные свинофермы не соблюдают нормы по защите окружающей среды, и многие из них не разрабатывают планов по использованию удобрений. Они также заявили, что проверки на крупных свинофермах осуществляются редко, и что проверены далеко не все свинофермы. Лично я считаю, что сегодня ситуация такая же, как и 5 лет назад. Я не вижу значительных изменений. Мы посетили другую свиноферму, и там тоже увидели цистерну со свиным навозом. Ее везли на поля, и так уже переполненные биогенными веществами. Европейский Союз тоже хочет защитить моря и озера от попадания нечистот. Они установили зоны с повышенным количеством биогенных веществ и ужесточили ограничения по утилизации удобрений в этих зонах. Но это не одна из таких зон. Взгляните на эту карту. Все земли Германии и Дании являются зонами с повышенным количеством биогенных веществ, а также все земли Финляндии и Литвы. В Швеции это примерно 2/3 сельскохозяйственных угодий. Но в Польше, стране наиболее влияющей на Балтику, всего 2% земель включены в зоны с повышенным количеством биогенных веществ. Далеко не все фермы подвержены ограничениям Европейского Союза, поскольку каждая страна сама определяет территорию специальных зон. А польские власти боятся, что введение жестких ограничений плохо повлияет на мясную промышленность. Владельцы ферм пытаются любыми способами снизить расходы на производство. Поэтому они стараются экономить и на затратах, связанных с защитой окружающей среды. Сейчас Европейский Союз хочет, чтобы Польша увеличила количество земель, попадающих под специальные зоны, до 75% территории. Европейский Союз использует всевозможные методы для того, чтобы ускорить этот процесс. Сегодня все больше промышленных свиноферм строят биогазовые установки для хранения удобрений. Здесь датская компания Полданорд продемонстрировала нам одну из таких установок, но биогазовые установки не являются решением проблемы. Они уменьшают количество азота, попадающего в Балтийское море по воздуху, но используемые на полях удобрения содержат столько же фосфора, сколько и всегда.
Бебржанский национальный парк – это крупнейшие в Польше водно-болотные угодья. Настоящий рай для аистов. Водно-болотные угодья являются естественным фильтром, предотвращающим попадание большинства биогенных веществ в Балтийское море. Если использовать слишком много биогенных веществ на полях, и если удобрять землю чаще, чем 1 или 2 раза в год, то можно просто уничтожить эти экосистемы. Здесь фермеры ведут хозяйство традиционными методами. Но даже в этой защищенной зоне иногда забывают о нормах по ведению хозяйства. Фермеры, которые поддерживают жизнь в бебржанских угодьях, имеют по 30 голов скота, но их вряд ли можно назвать фермерами будущего. В связи с экономическими потребностями фермеры вынуждены расширять свои фермы, держать больше скота и обрабатывать больше земель. И некоторые из них хотят эти земли расширить. Они хотят осушить луга на территории парка. Когда водно-болотные угодья высыхают, они вырабатывают большое количество биогенных веществ, которые попадают в Балтийское море. Поэтому очень важно не давать фермерам рыть канавы, поскольку вода здесь имеет огромное значение. Реструктуризация всех польских сельскохозяйственных угодий займет немало времени. Это не самый быстрый процесс. А пока Польша продолжит оказывать влияние на Балтийское море, поскольку отходы производства почти со всех ферм так или иначе попадают в Балтийское море. Я Балтийское море. Давайте разберемся, что из себя представляет азот и фосфор. Это химические элементы, которые встречаются в естественной среде. Мне нужен и азот, и фосфор. Это основные биогенные вещества, формирующие морскую флору и фауну. Но они нужны мне в определенном количестве. Фосфорные и азотные отходы появляются от промышленной деятельности, вырубки лесов, выхлопных газов и сельского хозяйства. На протяжении десятилетий я получала больше, чем мне необходимо. В результате в разы усилилось цветение водорослей, и мои воды помутнели, загрязнились и лишились кислорода. Также уменьшилось количество рыбы. Мое дно тоже страдает от этого. Сероводород убивает всех донных животных. Меня попросту перекармливают. Ситуация крайне серьезная. Мне необходимо пройти детоксикацию или сесть на диету. Еще одно место, где мы побывали, также находится на реке Висла. Но на этот раз мы оказались восточнее Вислы. Из Варшавы по притоку реки Буг мы попали в город Брест, расположенный в стране, у которой нет выхода к Балтийскому морю, Белоруссии, которая находится в 400 километрах от моря. Белоруссия не находится на берегу Балтийского моря, но треть ее территории оказывает на него влияние. Евгений Лобанов является активистом движения по защите окружающей среды. Мы находимся в стране с диктаторским режимом, и поэтому встречаемся с ним в отдельном от городов месте. Евгений изучал мясную промышленность своей страны. В Беларуси есть 107 крупных промышленных свиноферм. На крупнейшей содержат около 108 тысяч свиней, что равноценно городу с населением в 320 тысяч человек. Большинство из них было построено в советское время, когда не было никаких особых
ограничений, связанных с защитой окружающей среды. Но у нас их нет и сегодня, не говоря уже о стандартах, утвержденных Европейским Союзом. У нас нет каких-либо ограничений, связанных с производством или использованием удобрений. Это часто, а может быть даже и постоянно приводит к серьезным загрязнениям окружающей среды. Лобанов снял на камеру, как работники одной из ферм опустошают цистерны с навозом на замерзшем зимой поле. Это нарушает европейские стандарты, поскольку часть нечистот напрямую попадает в водные пути, как только растает снег. Все эти биогенные вещества в итоге окажутся на территории Евросоюза, но Евросоюз не может оказывать влияние на белорусское правительство. Страна даже не является участником Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря. Мы должны что-то предпринять для того, чтобы были построены новые фабрики или чтобы закрыли старые. Но сложно представить, что кто-то закроет свиноферму, ведь свинина является одним из основных продуктов экспорта. Но огромные промышленные фабрики этой страны – это не единственная проблема для Балтики. Из-за роста спроса на мясо белорусское правительство стало инвестировать больше денег в мясную промышленность. Они экспортируют говядину, свинину и курятину, а местные торговцы особенно гордятся отечественными сосисками. Проблема в том, что устаревшие очистные сооружения, такие, например, как здесь, в Бресте, должны справляться с отходами от постоянно расширяющихся фабрик. Очистные сооружения принимают стоки со всего города. И промышленные предприятия, население, жилье, все полностью. У нас раздельная система канализования. Это промышленные предприятия сбрасывают в нашу фусикальную канализацию. Естественно, частично она разбавляется этими самыми стоками населения, но все равно, если они локально не будут заниматься очисткой своих производственных стоков, конечно, мы это не вытянем. Эти очистные сооружения не справляются с объемами отходов от мясной промышленности. Загрязненная вода сливается в реку Буг и потом попадает в польскую реку Висла, которая впадает в Балтийское море. Но большинство жителей Бреста не знают, куда деваются отходы. А после Буга куда? Ой, не знаю. Честно скажу, не знаю. После Буга, по кругу как бы идет. Они совместно там все реки эти. А после Буга она идет далеко, по-моему, в Вислу, точно не знаю. Да. А Висла куда впадает? В Балтийское море. Вот вы были на Балтийском море? На Балтийском море нет, было на Черном. Одна из проблем заключается в том, что Латвия, Литва и Польша теперь страны Евросоюза, в связи с чем поехать на Балтийское море нам сложнее, чем на Черное. Если у людей нет физической возможности побывать на Балтийском море, намного сложнее объяснить им проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды Балтийского моря. Ведь они его даже никогда не видели. Граждане Беларуси не могут свободно посещать берега Балтийского моря. Но для людей, живущих в странах Балтийского моря, его берега и его воды должны быть бесценным богатством. Но это богатство очень легко потерять. Мы погрузились на дно моря неподалеку от архипелага Троса, южнее Стокгольма. Рядом с нами проплыла треска. Она не видела правым глазом, а на ее спинном плавнике была опухоль.
Мы последовали за ней на глубину. Мы проплывали мимо белых пятен, так называемых мертвых зон, появляющихся в результате кислородного истощения. Проплыв дальше, мы наткнулись на что-то на дне. Это была мертвая камбала. Позднее мы нашли мертвую рыбу марару. Как будто треска хотела показать нам, как выглядит окружающий ее мир. Она страдала так же, как и само море. Мы решили узнать больше о том, как именно вредные выбросы влияют на Балтийское море. А за ответами мы обратились к ученым. Научно-исследовательское судно «Муику» отправляется в ежегодную экспедицию для изучения дна Финского залива. Эта территория долго подвергалась загрязнению, но сейчас в городе-мегаполисе Санкт-Петербурге появились новые очистные сооружения. Главный исследователь на борту Сеппо Кнутила, сотрудник Финского института по защите окружающей среды. Сначала берутся пробы донных наносов. Но, к сожалению, результаты нас разочаровали. Черный цвет донных наносов указывает на то, что кислорода очень мало, или его почти не осталось. И я полагаю, что здесь мы не найдем множество живых существ. Подводная камера судна показала нам абсолютно пустынный ландшафт. Ты только посмотри на дно, оно все какое-то зернистое. Да. А эти облака, это, наверное, сера, да? Единственная форма жизни, которую мы увидели, были питающиеся серой бактерии, заполнившие все дно пролива. Но они лишь способствуют процессу кислородного истощения. Это единственный вид, который смог выжить при таком низком уровне кислорода. А поскольку эти бактерии выживают в таких условиях, их используют как индикаторы плохого качества воды. Сеппо с коллегами продолжили изучение морского дна. Результаты получились удручающие. 8 образцов подряд не показали наличие жизни, но потом кое-что случилось. Мы в море уже второй день, и это уже 9-е место, где мы берем образцы. Но на этот раз проба донных наносов показала, что здесь есть живые организмы. На самом деле это образец вполне здорового морского дна. В этом последнем образце более здоровых донных наносов мы уже нашли 5 видов живых организмов. Но радоваться найденным живым организмам исследователям оставалось недолго. Неподалеку от этого места подводная камера показала, что ракообразные находятся в тяжелом положении. Исследователи никогда не видели ничего подобного. Тела животных были подняты, и они буквально передвигались на руках. У ракообразных жабры развиваются как придатки конечностей, и они вынуждены поднимать их на несколько сантиметров, чтобы получать хоть сколько-нибудь кислорода. Сеппо считает, что состояние дна и ситуация с ракообразными ухудшается из-за новой угрозы, исходящей из внутренней части Финского залива.
Слухи об огромных свалках отходов вокруг Санкт-Петербурга ходили давно, но никому не удавалось документально подтвердить их существование или снять их на пленку. Я Балтийское море. Вокруг меня живет 85 миллионов человек. Большинство из них живут в странах, следящих за чистотой окружающей среды. В странах, которые в прошлом десятилетиями загрязняли мои воды. И я до сих пор страдаю от этого. Но сейчас, когда почти во всех окружающих меня странах появились очистные сооружения, надо мной нависла новая угроза – неконтролируемые потоки отходов от мясной промышленности. Почему никто этого не понимает? Я правда больше не могу этого выносить. Все эти заботящиеся об окружающей среде граждане, почему они ничего не предпринимают? Или мое лечение слишком дорого стоит? Или я не стою этого лечения? В Санкт-Петербурге живет почти столько же людей, сколько во всей Финляндии. Этот город с 5-миллионным населением долго загрязнял Балтийское море. Но сейчас в городе установлены современные очистные сооружения. Новая угроза исходит из другого места. На принадлежащем государству племенном заводе Новоладожский насчитывается около 2700 голов скота. Половина коровьего корма импортируется. Биогенные вещества, попадающие в регион, в итоге превращаются в органические удобрения. Мы проследили за тем, куда с фермы вывозят эти удобрения. Мы видели, как их сбрасывают в пригороде. Они хранятся на открытом воздухе. От их утечки нас защищает лишь торф. Управляющий фермой признает, что они хранят удобрения не лучшим образом. Но на другие способы у них просто нет денег. Эта технология, конечно, нас не удовлетворяет только по одной простой причине. Мы слишком зависимы от природы. Особенно дожди и снег показывает то, что это не есть хорошо. Я считаю, что эти проекты, вот именно экологические затратные проекты, они вообще-то должны на 100% финансироваться с бюджета Российской Федерации. Так же, как происходит в Европе. Единственное отличие то, что Европа использует деньги Евросоюза, большую помощь. Но у нас пока такого нет. За этой свалкой органических удобрений мы увидели водные пути, которые впадают в реку Нева, а дальше в Балтийское море. Это было вполне знакомое зрелище. В пригороде Санкт-Петербурга около 160 крупных животноводческих ферм. Большинство из них имеет многочисленное, постоянно увеличивающееся поголовье скота. Страна нацелена на то, чтобы удовлетворять внутренний спрос на мясо собственными силами, а также стать ведущим экспортером курятины через 10 лет. Это привело к созданию гигантских птицефабрик.
В нескольких десятках километров от Санкт-Петербурга находится первая, построенная в Советском Союзе, Синявинская птицефабрика. В те времена она производила 650 тысяч яиц в год. Но новые частные владельцы стремительно расширяют производство. Их цель – производить более 1 миллиарда яиц в год. Внутри этого огромного сооружения нам удалось заснять лишь часть из 2 миллионов 800 тысяч несущихся кур. Глава фабрики заверил нас, что для животных здесь созданы наилучшие условия для жизни. Но дело в том, что, понимаете, современная курица – это, строго говоря, очень большой вопрос, является ли живым организмом. Или это просто, так сказать, ну, некий, так сказать, вот, биологический механизм. Так а дело в том, что зеленые считают, что это, так сказать, птица, ей надо создать условия, там, скажем, ну, условно, близкие к естественным и прочее, но дело в том, что она никогда в естественных условиях не жила и жить не может. Эта огромная фабрика производит колоссальное количество органических удобрений. Но это совсем не беспокоит главу фабрики. По-моему, просто вот, но мне лично кажется, что это абсолютно надуманная проблема. Из разряда просто людям нечем заняться. Потому что это нормальная органика, то есть биологически чистая, поскольку прошла, так сказать, через биологический организм. Нам сказали, что процесс работы с удобрениями улучшился. Причем настолько, что в реках неподалеку теперь слишком мало биогенных веществ. К нам приходили рыбаки из-за того, что уменьшилось количество рыбы в связи с уменьшением количества органики в воде. Мы встретились с Сеппой Кнутила еще раз и выяснили, что реки неподалеку от Синявинской птицефабрики относятся к числу с повышенным содержанием фосфора и азота. Если в реке больше вообще нет рыбы, то совершенно очевидно, что это результат чрезмерного количества биогенных веществ в воде. Это просто очевидно. Сейчас мы находимся на берегу реки, около другой крупной российской птицефабрики. Вот эта белая субстанция называется нечистотные грибы. Она появляется только в воде, богатой органическими и биогенными веществами. Она даже пахнет навозом. Мы примерно в 5 километрах вниз по течению от самой свалки нечистот, а вода в реке все еще грязная. Отсюда до Финского залива всего пара десятков километров, и в итоге все эти органические и биогенные вещества попадут в Финский залив. Сеппа делает выводы, основываясь на снимках со спутников и пробах воды, и на собственном обонянии. Сейчас он нашел еще более крупную свалку нечистот в лесу. Видите вот эти темно-коричневые места? Очевидно, что здесь были старые земляные отстойники, а сами нечистоты растеклись. Недалеко от фермы, в российской Карелии, он обнаружил одну из крупнейших свалок в регионе. Это уже слишком. Даже здесь запах ужасный. Да. И это мы еще находимся в 500 метрах от самой свалки. Территория, на которой свалены нечистоты, более километра в длину. Они просто сбросили навоз прямо с дороги в лес. И теперь все эти деревья умирают.
Кошмар. Мы прошли уже, наверное, около километра, а может и больше. И тут повсюду куча навоза. Причем по обе стороны дороги. Отсюда, где мы сейчас стоим, в какую сторону не посмотришь, видно только навозные кучи или отстойники. Скорее всего, это место используется для этого уже не первое десятилетие. Конечно, аммоний. Аммоний попадает в воздух. Азот попадает в грунтовые воды, а фосфор вместе с вытекающей отсюда водой попадает в озера и реки. Но самое страшное то, что часть этих нечистот попадают прямиком в озеро. И я думаю, вы можете себе представить, что с ним случится через какое-то время. Оно просто умрет. Это как Балтийское море в миниатюре. Здесь все покрыто сине-зелеными водорослями. А причина та же. Большое количество биогенных веществ. Это худшее место из всех, что я видел во всей Ленинградской области. Природа вокруг этой деревни будет полностью уничтожена. Я еще никогда такого не видел. Вся окружающая местность будет испорчена. Мы обязаны что-то делать с такими местами, как это. Поскольку такое количество биогенных веществ через ближайшие реки в итоге попадет в Балтийское море. А если сюда продолжат сваливать нечистоты, то процесс пойдет еще быстрее. Это ужасно. Позднее Сеппо показал фотографии этого места управляющему фермой, который признал, что у них есть проблемы с отходами. Сегодня управляющий пообещал нам, что постарается исправить ситуацию в течение 2-3 лет. В сотрудничестве с финскими и российскими коллегами Сеппо написал статью о том, что происходит. В ней упоминается 17 ферм, чьи необработанные отходы просто сбрасываются на природе, а некоторые из них создали целые озера из нечистот. Санкт-Петербург. Мы покинули эти озера из нечистот и отправились к Балтийскому морю через Финский залив. Мы снова оказались там, где начинали, в огромном море цветущих водорослей. Это было непростое путешествие. И мы спрашиваем себя, как бороться с этой новой угрозой для Балтийского моря? Я Балтийское море. Все знают, что я плохо себя чувствую, и все хотят, чтобы мне стало лучше. По крайней мере, так они говорят в своих речах и петициях. Но красивыми словами меня не спасти. Здесь необходимы срочные, неотложные меры.
Необходимо ввести одинаковые ограничения по выбросу отходов для всех крупных мясных предприятий. Почему не сжигать их, получая при этом энергию? Почему не расширить водно-болотные угодья, чтобы очистить от фосфора и азота особо загрязненные зоны? Но все это стоит денег, больших денег. Но кто заплатит за мое здоровье? Кто? Все те, кто хотят есть все больше и больше мяса? Или те, кто хотят плавать и кататься на лодках? В каком состоянии я буду, когда вырастет следующее поколение? А когда вырастут дети ваших детей? Что будет с Балтийским морем? Все указывает на то, что в странах, недавно вступивших в Евросоюз, мясная промышленность продолжит расширяться, как в России, так и в Беларуси. Кажется, что отдельно взятый гражданин не может ничего сделать, кроме того, как принять тот факт, что Балтийское море продолжит медленно умирать. Мы заканчиваем путешествие там же, где начали, вместе с Сеппо Кнутил, который дал нам свой ответ на вопрос, что мы можем сделать. Самый эффективный способ влияния на этот процесс – это в будущем употреблять в пищу меньше мяса и больше овощей. Тогда мы смогли бы использовать примерно в 5 раз меньше земель Балтийского региона, чем используется сейчас. Фильм озвучен компанией Video Production по заказу канала 24 Док.